Здравствуйте, дорогие друзья! Во-первых, я должен сделать то, чего от меня вряд ли ожидают, и вряд ли я когда-либо мог это сделать в трезвом уме и в здравом рассудке. Я должен извиниться перед украинским политикумом, перед всеми теми болтунами, которые в Верховной Раде, в Кабмине и в других местах, в администрации президента и перед самим президентом я должен извиниться, которые вот в этих всех местах произносили речи абсолютно бессмысленные, пафосные, пышные, но пустые. Я говорил, что я не представляю, чтобы кто-нибудь где-нибудь в цивилизованной стране мира в парламенте начинал нести такую ахинею, абсолютно не проверяя свои слова и забрасывая все то, что можно забросать вокруг фейками и пафосом. Я должен извиниться, потому что Соединенные Штаты Америки мы не можем назвать неразвитой страной. Сейчас я вам кое-что покажу. Это обнаружила Ольга. Вы знаете, кто такая Ольга. И дело в том, что вот этим, только в урезанном варианте, поделился некий чиновник украинский, Антон Геращенко, что там греха таить. Антон Геращенко. Радио Свобода обрезала эту речь, некоторые моменты вырезала, а некоторые не перевела. Но я вам объясню, какие моменты не перевела. И вот он посчитал нужным этим похвастать, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки повесили фотографию Амины Окуевой, и госпожа конгрессмен, толкнула речь. Давайте теперь ее послушаем. Опять-таки Ольга нашла полное видео, не порезанное, и мы его посмотрели. Сейчас вы его тоже увидите. Я должен извиниться перед украинскими политиками. 30 октября в трусливом акте насилия киллер убил Амину Окуеву и ранил ее мужа Адама Осмаева из кустов, когда они проезжали мимо. Как вам все эти движения в трусливом акте из кустов, и как вроде бы в театре выступает, а не в Конгрессе? Но это вообще ни о чем. Смотрим дальше. Амина получила пулю в голову. Мир потерял мужественную и красивую душу. Я думал, такое бывает только в украинском парламенте. Тетя еще не разогрелась полностью, только начинает. Но ее утрата не будет напрасной. Как будто бы на партсобрании. Рождена в Одессе, она была матерью, хирургом, полицейским лейтенантом, исламским активистом, которую знали за ее выступления за равные права женщин и мужчин в вооруженных силах. По поводу хирурга. Она была интерном, и в Киев-2 она пришла, и там было записано «фельдшер». Я не знаю, допустили ли ее когда-нибудь к раненому. Я полагаю, не допустили. Она была матерью. Я лично сегодня впервые услышал о том, что она была матерью. Оказывается, ее сын был сброшен на родителей, которые находились в Одессе. Но вот самое интересное, когда, где и при каких условиях Амина Окуева боролась, а была активисткой за равные права мужчин и женщин в армии. Я не припоминаю такого. Вполне возможно, что госпожа конгрессмен объяснила бы, если бы кто-то спросил. Но никто не спросил. Она была прирожденным лидером. В начале Евромайдана Амина присоединилась к мирным протестам в мороз против государственных репрессий в самом начале. Это какие репрессии имеются в виду? Это Янукович кого-то репрессировал? А кого? Кто был репрессирован Януковичем? Видно, что женщина плавает. Видно, что женщина абсолютно не в курсе. Она просто не знает, о чем она говорит. Слушайте теперь то, что было не переведено Радио Свобода. В знак солидарности она и ее муж ночевали в палатке на улице. Я вполне допускаю, что в палатке на улице с ней мог ночевать кто-то. Но ее муж в то время находился в тюрьме.
и был освобожден уже после победы революции на Майдане. Она не знает, о чем она говорит. Она несет околесицу. Ее муж Адам Осмаев. Легкого гугления достаточно было бы госпоже конгрессменше для того, чтобы понять, что она несет. Но она несет. When Russia illegally invaded Crimea in eastern Ukraine, Amina was the first Когда woman Россия to незаконно join the вторглась в Kiev Крым 2 в Восточную volunteer Украину, battalion. Амина стала She was первой awarded the женщиной, Hero которая of вступила Ukraine medal в добровольческий to honor her батальон bravery Киев-2. Она была at the удостоена Battle of звания Debaltsevo Герой Украины за in the смелую grisly борьбу с fight российским агрессором под against Russian Дебальцево. aggression. She И главное, это все надо говорить с таким пафосным надрывом. Без этого не считается. Амина Окуева никогда не была героем Украины. Никто и никогда ее не награждал героем Украины. Какого-то народного героя она там получила или что. Очень много медалек наштамповали, но она героем Украины не была. Конгрессмен в Конгрессе несет ересь. fought valiantly. Она мужественно сражалась за прогресс и против репрессий. За какой именно прогресс она сражалась, закутавшись в хиджаб? И против каких репрессий? Репрессий кого? Где? В чем выражалось ее сражение против репрессий и особенно за прогресс? Мне заинтересовало. Прогресс. Госпожа конгрессмен. Her bravery symbolizes the extraordinary strength Ее храбрость символизирует экстраординарную силу украинских женщин, которые являются оплотом страны в это непростое время. Ее убийство свидетельствует, что враги демократии не остановятся ни перед чем, чтобы заставить молчать тех, кто выступает за свободу и справедливость. Я так полагаю, госпожа конгрессмен, может быть, при помощи ФБР или даже ЦРУ провела уже параллельное расследование. Она точно знает, что Амину Окуеву убили враги демократии, а не люди, у которых с ней, допустим, финансовые терки, у которых там терки по каким-то другим вопросам. Она четко знает. Амину убили враги демократии. Амина уже была целью покушения из-за ее глубокой приверженности патриотизму. Вот из-за чего она была целью покушения, оказывается. Просто следствие еще так и не нашло причины, по которым вдруг в нее стреляли. В первый раз. Ну, стреляла-то в основном она, в нее не стреляли, да? Но госпожа конгрессмен уже знает. Из-за ее глубокой приверженности патриотизму. В Киеве, хорошо бы знать госпоже конгрессмену, что конгрессменше, что в Киеве столько патриотов есть, но далеко не за всеми охотятся с пистолетами и автоматами. A failed attempt occurred in June when an assassin, pretending to be a journalist, shot at her. Tragically, evil persisted, and on Monday, October 30th, в июне киллер представился журналистом и стрелял в нее, но 30 октября зло одержало верх, и Амина погибла, но ее дух никуда не исчез. Я не мог себе представить, никогда не мог себе представить, что где-либо, кроме украинского парламента, могут вот так вот говорить о вещах, о которых понятия не имеют. Но ее дух остался жив. Она является одной из многочисленных жертв незаконного российского вторжения в Украину и попыток уничтожить воителей свободы. Причем прицепились именно вот к этим двум воителям свободы. Вот именно этих воителей свободы почему-то хотела убить российская агрессия. В списке Николай Андрущенко, Николай Волков, Воронченко. Ворончиков. Денис Ворончиков. Вы поняли, да, о ком идет речь? Первый, Андрущенко, это, мы искали информацию и поняли, что это человек, воин АТО, который подорвался на растяжке. Второй, вот с этим сложно было, потому что Николай Волков искали, и потом вдруг поняли, что надо вернуться к результату, который на виду.
Это сотник Микола. Сотник Микола, который прославился тем, что стрелял в людей, которые находились в Доме профсоюзов 2 мая. Так вот, сотник Микола умер своей смертью. Кто бы там что ни писал, он умер по болезни. Какой вывод делает эта женщина? Это она перечислила жертв российской агрессии, или киллеров. Почему? Почему Ворончиков, Андрущенко и сотник Микола? Почему? And numerous other valiant souls who placed their lives И другие люди, forward которые отдали in свою liberty's жизнь struggle. во имя I свободы. ask unanimous Я consent прошу to insert внести в into the протокол record an огромный extensive список list жизней, of которые стали lives жертвами purged by кремлевских Kremlin-related заказных убийств. assassinations. Without objection. Возражений нет. Никто не возражает. То есть они внесут вот это вот. Ворончиков, да, ну понятно. Оказывается, он боролся за свободу и поэтому стал жертвой. За свободу чего? Оказывается, Андрущенко, который зацепил растяжку, стал жертвой киллера. Оказывается, что сотник Микола, умерший от болезни, стал жертвой киллера. В Конгрессе никто не возражает. Внесем сейчас. Хорошим людям сложно представить, что беспринципные российские диктаторы ставят интересы меньшинства над интересами большинства. Хорошим людям трудно представить, что в Конгрессе могут просто вот так вот брать просто и произносить, причем конгрессмен может произносить непроверенные абсолютно фейки, может произносить такую пафосную и бессмысленную ахинею и оперировать вещами совсем уж запредельными, потому что мы еще не дошли до повара Сталина. Тимоти Снайдер в его великолепной книге «Линии крови» подсчитал, что 14 миллионов гражданских лиц в Восточной и Центральной Европе были убиты российскими диктаторами. Дети, женщины, старики, семьи. Но если Тимоти подсчитал в своей книге, мы не будем это оспаривать. Путин является сегодняшним российским диктатором. К сожалению, от Сталина и до Путина темная история не знает конца. Ну, есть такая штука, как маразм. Он настигает людей в определенном возрасте. Я не знаю, сколько женщине лет, даже не гуглил, не проверял. Мне кажется, она в маразме уже. Интересно, что дед Владимира Путина был поваром Сталина и служил в самом сердце российской тирании. Вообще-то я знаю, что это он Сталина и убил. А знаете для чего? Чтобы его внук занял место Сталина. По-моему, это абсолютно очевидно. К этим миллионам жертв теперь присоединились 10 тысяч украинских солдат, убитых Кремлем. Не надо проверять. Зачем это надо проверять? По сообщениям Минобороны, 2500 до 3000. 10 тысяч. 10 тысяч. Все. Не надо проверять. Это всего-навсего Конгресс. Всего-навсего ты произносишь речь, которую могут услышать миллионы людей. Зачем проверять? Ну, серьезно. Если ты конгрессмен, тебе можно все. Десятки тысяч раненых, 2 миллиона внутренне перемещенных лиц. И все это только потому, что Украина хотела быть свободной. В детском садике, к примеру, вот эта речь какой-то, ну, имела бы хотя бы смысл, да? Но там же вроде бы как взрослые люди сидят. Так все просто у нее, да? As co-chair of the bipartisan House Ukrainian Caucus, I can attest our members are committed. Как член Палаты представителей я призываю своих коллег заставить Россию ответить за тиранию и злостную деятельность в Украине и даже здесь, в США. Ей кажется, что она делает совершает какую-то серьезную миссию несет, вы понимаете?
И во имя Амины Акуевой, и дальше там говорит. Господин председатель, чтобы добиться справедливости для Амины Акуевой, чья смелая жизнь будет вдохновлять нас долгие годы, я призываю международное сообщество стоять с Украиной плечом к плечу против российской агрессии, против суверенного государства, во имя будущего и отвергая массовые убийства, спонсируемые государством России. Понимаете, в чем дело? Посмотрел я вот это вот. И просто ужас накрыл. И меня, и Ольгу, которая вот это вот обнаружила. Сколько мы знаем четко доказанных исторических героев, да, отлитых в бронзе, расписанных во всех книгах. И когда ты видишь вот такое, ты задумываешься, а на самом деле это же может быть ничто. Ведь на самом деле нас могут обманывать. И я тогда сказал, а представляешь, сколько мы знаем настоящих калиброванных злодеев, исторических мерзавцев, людей черных, да, которые на самом деле могут таковыми не быть. И я даже произнес несколько фамилий, но вам я произносить не буду, чтобы не шокировать. Но я теперь не знаю. Я не знаю. После такого я поверю во все, что угодно. И еще меньше стану доверять официальной историографии. Потому что я убежден, уже это сейчас видно, что через 10 лет Амина войдет во все учебники, как предводительница вообще, я не знаю, украинского народа. Почему нет? Да, как человек, который разжег спичку Евромайдана. Я не знаю, что они дальше придумают. Вот это просто какой-то сюрреализм, честно вам скажу. Доктора срочно. Подписывайся, потому что можешь не узнать, что вот такое творится. Браво! Браво, Конгресс!